Всем привет! Мы продолжаем рассматривать различные масштабные модели, выходившие в разнообразных российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня хочу вам показать еще одну неведомую зверушку. Это югославский автомобиль застава Юго-45А. И эта масштабная копия вышла в рамках румынской журнальной серии «Легендарные машины» под номером 69. И модель журналом поступила в продажу в мае 2014 года. И свой экземпляр я покупал значительно позже в интернете-магазине. За эту модель заплатил 3 евро 95 центов, и тогда в продаже помимо румынской журнальной серии продавали и польский вариант. Он был в белом цвете, отличия были в регистрационных номерных знаках, и польский вариант имел некоторые упрощения. Например, декоративные полосочки на корпусе не были обозначены черной краской. И, естественно, у польского варианта отсутствовал черный пластиковый подиум. И в Польше эта модель выходила под номером 40, она поступила в продажу в 2010 году, и помимо журнальной серии также такой Юго продавали в коробочках East Models. Машина была в красном цвете, у нее была окрашена решетка радиатора в серебристый цвет, также были незначительные улучшения, но посмотрел на фотографиях в интернете, у этой модели почему-то не был окрашен салон. И если посмотреть на югославский автопром, то, конечно, он не такой обширный, как советский, но все же машины выпускались, и большая часть автомобилей были лицензионные копии Фиата. И данная машина разрабатывалась своими силами, но опять же с оглядкой на итальянский бренд, и если присматриваться, то вы увидите черты некоторых Фиатов. Фиат 127, 124 и так далее. И у меня в коллекции есть несколько застав. Одну из моделей я уже демонстрировал на канале. Это была модификация 1300, очень необычный красивый автомобиль. И если посмотреть на заставу в 43-м масштабе, то ее выпускают не так много брендов. Например, если не брать в расчет журнальную серию и модели East Models, то единственный производитель, по-моему, будет Carrarama. У них была представлена машина на базе 600-го Фиата, и такая модель тоже есть в моей коллекции. По-моему, давно как-то я вам ее демонстрировал, у нее открывались дверцы и поворачивались передние колеса. Потом поищу ее, и если не показывал, то продемонстрирую в будущем видеообзоре. Я вам для сравнения приготовил несколько советских автомобилей, которые похожи по дизайну. Не знаю, какой автомобиль подобрать подходящий по классу. Эта машина мельче, чем ВАЗ-2108, но крупнее, чем ВАЗ-АК. Возможно, машина подходящая будет Таврия, и если посмотреть на европейские аналоги, то, возможно, с этим автомобилем мог конкурировать Fiat Panda. И также интересное наблюдение, то, что впоследствии итальянцы взяли эту разработку и у себя продавали такие Юго под названием Innocenti Coral, и машина продавалась в Италии с 91 по 93 год. А в Югославии этот автомобиль выпускали с 80 по 2008. И, кстати, эту машину назвали одной из худших в мире. Но, опять же, это спорное утверждение. Например, в Америке люди предпочтут Cadillac, но он и стоит намного дороже. А эта машина относительно недорогая, простая, неприхотливая. И, например, во многих странах она пользуется популярностью и по сегодняшний день. Отремонтировать ее можно буквально на коленке, очень недорогие запчасти, и также можно делать различный колхозный тюнинг. И эта модель поставляется в прозрачном дисплей-кейсе прямоугольной формы, и такие коробочки мне нравятся больше, потому что у них меньше вероятность повреждения самой модели при неправильной транспортировке. Например, когда блистер повторяет очертания автомобиля, то если вы придавите чем-то коробку, скорее всего сломаются пластиковые детали, колесные диски и так далее. И как-то вам показывал симку, у которой, к сожалению, были повреждены задние колеса. И на подложке есть различная информация, которая касается производителя, импортера. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Также есть наклеечка, говорящая о том, что эти модели импортированы через Грецию. Тоже интересный маршрут. И мне у этого автомобиля
очень понравился цвет и то, как собрана и окрашена эта модель. Конечно, встречаются пятнышки клея, криво установленные детали, как зеркало заднего вида и стеклоочистители, но тем не менее эта модель более аккуратная, чем большинство журнальных изделий из серии «Автолегенды СССР». И уже неоднократно говорил, жаль, что именитые бренды Mini-Champs, Schuco, GLM, Neoscale Models и так далее обходят подобные автомобили стороной. Понятно, они не пользуются большим спросом, но тем не менее это частичка истории, и всегда интересно поставить такую машину рядом с каким-нибудь Мерседесом, BMW и посмотреть, как автомобили отличаются в плане дизайна. И у этой машины салон из черного неокрашенного пластика. Также дверные ручки обозначены просто серебристой краской. Еще раз повторюсь, не очень аккуратно установлено зеркало заднего вида с водительской стороны. И мне понравилось, как сделаны шильдики на передних крыльях. Отчетливо читаются буковки Юго. Правда, поворотнички обозначили просто оранжевой краской. Но неудивительно, на большинстве журнальных моделей идут такие упрощения. Также вполне хорошо сделано оформление передней части. Пластиковая решетка радиатора, прозрачные фары ближнего света и поворотники тоже в виде оранжевых прозрачных деталей. Вместо номерного знака таблички с надписью Юго 45А, и на крышке капота есть также шильдик. И также присутствует пластиковый воздуховод. И в этой модели мне также понравились колесные диски. Во-первых, они покрыты очень тонким слоем, из-за этого просматривается фактура, очень хорошие маленькие отверстия. Такое ощущение, как будто они сквозные, но просто это немножко затонированная деталь. И также вполне хорошие покрышки, которые попадают в 43-й масштаб. Присутствует крышка на горловину топливного бака, это пластиковый элемент, и на крышке багажника установили стеклоочиститель. Правда, стекла здесь, как всегда, заляпаны непонятным транспортировочным силиконом, который довольно сложно убрать без моющих средств. Присутствует шильдик, надпись Юго 45А, и задние фонари тоже более-менее нормальные, но, во-первых, они полностью покрыты красным лаком, и из-за того, что корпус автомобиля красного цвета, эта деталь просто сливается с корпусом масштабной копии. И под бампером присутствует противотуманный фонарь и огонь заднего хода. И вполне хороший глушитель со сквозным отверстием. Обычно на журнальных моделях эти детали делают очень примитивно. Я могу открутить масштабную копию от подставки и показать, как у нее сделана нижняя часть. И, конечно, журнальная серия не блещет хорошей проработкой днища, но, тем не менее, здесь попытались изобразить выхлопную трубу, топливный бак, что-то похожее на двигатель. И очень некрасиво сделали задний и передний мост, и подвеска сзади на рессорах. Я могу также открутить днище и показать, как сделан салон изнутри. И модель фиксируется сзади при помощи элемента номерного знака, но эта деталь вклеена, поэтому я ее демонтировать не буду. И вот так выглядит салон. Панель приборов. Также присутствует рукоятка переключения коробки передач, вполне хорошие дверные карты, но на самом видном месте почему-то капнули клеем, и рулевое колесо установлено вверх ногами. И сиденья по дизайну мне напоминают вазовскую классику, по-моему, на копейки был похожий дизайн сидений. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Но это неудивительно, потому что, еще раз повторюсь, этот автомобиль проектировался с оглядкой на итальянский автопром, Fiat, а у них очень много унифицированных деталей на своих машинах. Ну, вот такая масштабная копия. И давайте я вам покажу советские дальние родственники, например, ВАЗ-АК. Тоже хорошая модель в ярко-красном цвете. У этого автомобильчика я окрасил задние фонари, других улучшений не делал. И как раз вы можете посмотреть на габаритные размеры. АК чуть меньше, чуть уже, чуть выше.
но по дизайну автомобили чем-то похожи. И, возможно, потом доработаю заднюю светотехнику на заставе, чтобы она смотрелась более выразительно. Недавно на втором канале я рассказывал, как я обычно крашу осветительную технику на журнальных моделях. Кому интересно, можете посмотреть этот видеоролик. И ВАЗ-2108. Конечно, эта машина уже намного крупнее, совершенно разные классы. Но дизайн тоже в чем-то похож. И, конечно, автомобиль ВАЗ смотрится более стремительно из-за того, что у него больше наклон задней стойки. И, возможно, наиболее близкий автомобиль по классу — это ЗАЗ Таврия. Но хотя Таврия тоже чуть крупнее, по ширине примерно одинаковые. Таврия с более стремительным силуэтом. И, конечно, Таврия выглядит более современно. Вообще, в плане дизайна мне эта машина очень нравится. Некая маленькая копия ВАЗ-2108. И, например, могу вам показать еще одну заставу. 1300. Это копия Фиата. Тоже очень симпатичная. И, к сожалению, у этой модели у меня появились вздутия на лакокрасочном покрытии. Их было не так много, но сейчас они более отчетливо просматриваются. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, модель хранилась в сыром помещении до того, как я ее приобрел. Возможно, краска вступает в какую-то реакцию с корпусом автомобиля. Возможно, что-то другое. И, например, могу вам показать Dacia. Копия Renault. И тоже машины смотрятся рядышком на полке вполне симпатично. Вот такой хороший автомобильчик, который может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете неведомые зверушки. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.